Эй, друзья, с вами Дэн, и сегодня мы сравним, в чем особенность Need for Speed Heat и, собственно, Forza Horizon 4. Да, вы скажете, это аркада, а то симулятор. На самом деле, Forza Horizon 4 это тоже аркада. Там есть как аркадный режим, так и режим симуляции, и вы можете между этим всем переключаться, так что не стоит так бомбить. В другой стороне вы скажете, а в Need for Speed Heat есть сюжет. Но, знаете ли, на одном сюжете ты недалеко не уедешь, если у тебя хуевая оптимизация, и ты очень мало чего предлагаешь игроку. То есть, смотри, стоимость Need for Speed Heat без скидки, подписки Origin блять. Короче, доступа Origin Prime, собственно говоря, это 300 с чем-то гривен. Эта хуйня стоит. Origin Prime, который я взял. Я не покупал эту игру, потому что нахер она надо. То есть это 4000 рублей. Ну, приблизительно, вот, со скидкой у нас 3599. Это сейчас мы со скидкой берем. Со скидкой это 1362 гривны и 12 копеек. Учитывая, что нам дают какой-то, типа, небольшой ассортимент автомобилей. Там, такое, короче. Что мы имеем в Forza Horizon 4? Нам Ultimate Edition стоит 1280 гривен, это сейчас скидка какая-то у них. То есть, у них сейчас есть скидка на эту игру. Так-то она стоит 1540 гривен, это стандарт Edition. Да, тут у нас ценовая политика немного другая. Ну, то есть, если мы возьмем этот, то у нас тут 3499, да. То есть, по сути, те же 1200-1300 гривен. То есть, не сильно большая разница будет, но, тем не менее, вы получаете реально качественную игру. Она реально сделана интересно. То есть, 1280 гривен. Это намного дешевле. Ну, как, ну, на 100 гривен, конечно, дешевле. Там, ну, на сколько там, на 100? Тут около 100 гривен, короче, дешевле. Тут у нас, типа, коллекционирую, модифицирую более 450 машин. На самом деле, тут уже более 500 или 600 машин. То есть ты можешь почти каждый день себя кататься на новой машине в течение 2 лет. Каждый день на новой машине. То есть ты их всех собрать даже не можешь. То есть около 600 машин. То есть почти каждый день в течение практически 2 лет. То есть действительно классно. Действительно интересно. Здесь очень много машин. Как говёных, так и нормальных. Также что нам входит в наш пакет? Нам в бомж-пакет, ну, в супер элит бомж-пакет нам входит машины Бонда, потом Формула Дрифта, какие-то Барретт Джексон, Карпак какой-то, потом Карпас, который нам дает машины, по-моему, каждую неделю. Бесплатно машину можно прийти и забрать. Лего, самое хуевое обновление, которое только выходило. Я не знаю, нахера они вообще его добавят. Говнище просто обоссанное. Fortune Island — это дополнительный остров, на котором вы можете покататься. Собственно, он особо не решает, но, тем не менее, на него можно посмотреть, покататься. Treasure Map, типа, это отмечает все иконки, которые вам могут понадобиться, то есть, типа, фанатов и стенды быстрого перемещения. На самом деле, их очень легко находить, то есть, в этом проблемы нет, не сильно нужны. Forza Horizon VIP. Вам дается двойной множитель бабла. VIP-хата, то есть у вас домик, 4, по-моему, супер вилспина или 5 супер вилспинов. Типа такие а-ля лутбоксы. Ну, они покупаются за игровую валюту, то есть тут типа все нормально. Блин, отлично. Я обожаю магазин Microsoft Store, потому что он работает очень хуево. Сейчас мы не можем, видимо, посмотреть, что там у них в VIP. Собственно, давайте сразу перейдем к Forza и посмотрим, что она из себя представляет. То есть, что мы там имеем в этой Forza Horizon. Итак, что же мы имеем в Forza Horizon? Мы можем ехать от первого лица. Это довольно охуенно. То есть, ты можешь посмотреть. Ну, то есть, такое антуражное ощущение есть. Очень прикольно, на самом деле, выглядит. То есть, вот так вот ночью. Также у нас есть интересное переключение передач. То есть, оно действительно работает. Ты не просто едешь на каком-то ведре на кирпиче с колесиками. То есть я сейчас еду на Subaru Impreza VRX система. Ну, я обожаю эту машину, на самом деле. То есть это раллийная тачка, она сейчас заточена чисто под ралли. Она херачит по
бездорожью в основном, поэтому на асфальте она едет как говно. То есть в занос тут можно зайти не просто нажав дважды газ или там пробельчик. Тут можно просто даже обычный тормоз нажать. Можно ручник нажать и тоже зайти в занос. Да, конечно, я сейчас очень хуёво езжу, потому что, блин, я привык... Я недопривык к физике управления в Need for Speed Heat. Но я уже позабыл, как ездить здесь. Тем не менее, вот... Еще прикольная фишка, у нас есть сцепление. То есть мы можем выжимать сцепление. То есть смотри, видишь, я сейчас выжал сцепление. Машина едет, то есть 130, 100 с чем-то километров, сейчас 20. Я отпускаю, машина начинает тормозить. То есть мы можем вот так вот. Также мы можем вот так вот просто, блин, нажимать. Прикольно очень. Это, в принципе, бесполезная штука, но все равно прикольно. То есть это действительно сделано прикольно. То есть даже есть реакция машины на неправильное переключение передачи. Это сделано очень круто. Также у нас есть капельки, которые разбегаются по лобовому стеклу, когда ты проезжаешь через воду или идет дождь. Это действительно сделано очень круто. Ну, ладно, так по земле, так по земле. Она едет довольно-таки спокойно себя по земле. Считай, что еду черт знает по какому говну. Она едет очень даже нормально. Джойстик, геймпад очень-очень сильно вибрирует. То есть ты ощущаешь, что ты едешь не по какому-то, я не знаю, там, асфальту или какой-то непонятной гладкой поверхности. То есть ты ощущаешь это все. У меня геймпад просто прям с ума сходит в руках. Не знаю, сейчас будет видно или нет, как мы проедем. Мне кажется, не будет. Да, сейчас не видно капелек. Потому что на самом деле очень темно, и капельки просто не видно в темноте, мне кажется. Но когда идет дождь, это реально очень классно. Дворники срабатывают, все дела, тополя. Смена, кстати, тут есть смена погоды. Тут погода меняется, тут есть зима, осень, весна, лето. То есть можно по снежку покататься, можно под дождями покататься. Это действительно сделано очень круто, очень интересно. А я сейчас очень херово еду. На самом деле, люди, которые играют в эту игру дольше, они до хера шарят, как тут играть. Это я просто сейчас как нуб езжу, ни хера не могу сделать. У меня геймпад просто сейчас в руках прям с ума сходит. Это я, блин, сейчас как дятел какой-то. Вот, смотри, дождь пошел. То есть еще одна фишка в том, что каждая машина ведет себя по-своему. Если я сейчас возьму какую-нибудь другую раллийную тачку, она будет вести себя по-другому. И это прикольно. То есть ты катаешься на разных тачках, и ты ощущаешь, что ты катаешься на разных тачках. Она не одна и та же эта тачка. То есть на одной тачке тебе надо... О, охереть, я в воду упал. То есть на одной тачке тебе надо одно делать, на другой другое. То есть ты ощущаешь эту машину. Ну, правда, тебе надо на ней покататься сначала. Да, вот, видишь. Заносит, конечно, жестко. Также у нас начисляются эти очки уровня. По-моему, это очки уровня, насколько я понимаю. Я уже не помню просто. То, что мы там делаем какую-то херню. Так. Да, вот, кстати, если неправильно переключать передачу, не выжимая сцепление, то у нас машина так себе выпендривается и издает такой звук, типа коробки, которая возмущается. Коробка передач. Машин тут просто немерено, их просто до хера. И это не все машины, что вообще есть в игре. То есть это типа, ну, у меня какая-то просто... Часть этих машин есть. Вот, пожалуйста, заднеприводная, полноприводная Mazda. Возьмем заднеприводную для сравнения. То есть отличие между передним приводом, задним приводом и полным приводом действительно есть. Нас будет немножко заносить, например, на таких вот поворотах мы можем красивее проходить в дрифт. То есть это действительно сделано интересно.
Сейчас надо найти место, где можно навернуть бублики. Так, я думаю, надо просто в карту перейти сейчас. Ну, тут у нас бублик есть. Сейчас мы на него прыгнем. Также тут есть перемещение в любую точку. Оно стоит денег, но если вы соберете все стенды, то вы, типа, получите бесплатное перемещение, а так вы будете получать всего лишь скидку. Вот, смотри. Помнишь, как я катался на Мазде в Need for Speed Heat и пытался там дрифтовать? То есть тут это сделано... Да, я сейчас въебался, но не суть. Здесь нет закиси азота, поэтому тут лично только скилл. То есть ты выруливаешь тут скиллом. Смотри, машина себя ведет ровно. Она не прыгает из стороны в сторону, как это было. То есть это не как это было в НФС-ке. В НФС-ке машину уже дергает сразу. Она моментально выходит из-под контроля и начинает телепать по всей дороге, и ты хуй знает, что с ней делать потом. То есть здесь можно спокойно себя наворачивать, там какие-то дрифты. То есть, видишь, дрифт такой, типа, он... Есть заносы, есть дрифты. А, бля. Ну ладно. Я уже накосячил, но да хер с ним. Суть-то в том, что здесь управление действительно интереснее реализовано. Это реально круто, мне нравится это управление. Оно охеренное. Да, сейчас вот не получилось ни хера. Блин, у меня провод наушников касается к геймпаду, и я просто, у меня в ушах такой звук прям. Ай. Ну, суть понятна, то есть это действительно прикольно сделано. Даже эта игра не особо-то и предусматривала в себе состязание прям по дрифту, чтобы это прям было именно состязание как состязание, то есть основной вид гонок. Да, есть тут есть такое типа как дрифт, занятие, но тем не менее он тут не был основным. Это действительно, блин, это действительно качественно сделано. Здесь качественно сделаны текстуры, качественно сделаны персонажи. Они действительно, хоть они вообще безликие какие-то, но они хоть прорисованы нормально. И нет никакой дебильной рекламы Адидаса и прочего говна, которое мы имеем, собственно, в Need for Speed Heat. Там, где баба у нас ходит в какой-то домашней просто одежде, как какая-то гопота. То есть в чем фишка, я не знаю. Вот у нас, видишь, на окне, ну, на лобовом стекле видно эти капли от воды. То есть машина здесь действительно, если ты ее протюнинговал, она действительно ведет себя как тюнингованная машина. Она едет, она воюет. Она борется за то, чтобы ехать хорошо. То есть, действительно, смотри, вот я сейчас ее выжимаю. То есть она едет нормально, она разгоняется. И это тебе не какой-то бездушный овощ, который не овощ тебе, который, блин, мы видели в NFS Heat. Вот машина действительно, она ведет себя как машина, а не как какой-то кирпич с колесами. Что меня дико бесит на самом деле в Need for Speed Heat. Там машина это просто кирпич с колесиками. Так что, я думал, стоит перейти, наверное, уже к Need for Speed Heat. А, хотя, стоп, я еще покажу одну машину, она прям вообще зверь просто. Просто зверь, а не машина, сейчас я ее покажу.
Где? А, тут электрокары есть. Кстати, тут есть одна тоже дикая машина. Сейчас покажу один из фордов, короче. Это просто машина, она монстр. Она реально рвет с места. У нее там моментально надо передачи переключать. То есть там сразу можно стартовать со второй передачи. То есть, видишь, уже у нее пробуксовка на 200 км в час, если что. Смотри, вот просто рвет. Тут более 1000 лошадей. Это не машина, это просто монстр. Она реально, она рвет другие машины, правда, типа Бугатти там всякие. Но единственный минус этой машины в том, что она ни хера не может по земле. Что в принципе логично. Ну и в дрифт она не сильно может, потому что она больше как для трековых гонок. Заточена. Я ее заточил просто под трековые гонки. То есть я не... Это не именно машина под трековые гонки. Я могу ее заточить под бездорожье, и она действительно будет ехать по бездорожью. То есть она действительно это будет делать. И это не будет так, как у нас это было в Хит. Машина вроде как для бездорожья, но она не может по бездорожью. Это действительно классная игра. Она мне нравится. То есть даже тюнинг, который ты ставишь, например, вот эти вот, блин. Вот эта вот решетка, которая у нас тут стоит. Вот, она тоже как бы влияет на производительность. Каждая деталь, каждый бампер, все влияет на производительность. Что-то улучшает производительность, что-то ухудшает производительность, что-то делает машину красивее, но тем самым ухудшает производительность. Что-то делает машину страшнее, но тем не менее машина стает более производительная. То есть это действительно сделано с душой и прикольно. Блин, а что дрифт прям... сносящий дрифт какой-то получился. Тут и джипы есть, и все что угодно. Даже... Да, джипы есть. Мотоциклов нет, это в другой игре. Мотоциклы... Это, по-моему, в The Crew 2 мотоциклы, который, ну, до Forza Horizon вообще никак не дотягивает. Так, ну что ж, пошли в Need for Speed Heat, посмотрим, что он нам даст. И так, вот у нас раллийный Субарь. Вот, собственно. Так, секунду. Итак, эта игра очень жестко перегружает проц. Не знаю, каким образом, но у меня программа для записи говорит, что типа проц over the well перегруженный. Вот, смотри. Я катался до этого на Subaru Impreza VRX STI 2004 года. По сути, она старее, чем эта машинка. Та была выкачана тоже на полную, ну, там, без замены, по-моему, с заменой движка, я не помню. Но не суть, то есть, типа, скорость там не прям сильно увеличивается от этого всего. Хорошие новости. У Лиги нет к нам претензий, они знают, это была подстава. А плохие? О Мерсере ничего. Плевать, если он потеряет работу. Тачки все равно у него. Нельзя дать ему уйти. Здесь они ему не пригодятся. Он должен вывести их из города. Пока ноут был у меня, я заметил там счета за автоперевозки. Не бог весть какая зацепка, но я наведу справки. Если здесь появятся такие грузовики, мы сразу узнаем. А пока? Займись своей тачкой, прокачай ее по максимуму. Уверена, она нам понадобится. Что у нас здесь? У нас здесь... Трасса подготовлена и ждет тебя. Тебе просто нужно приехать и попытаться не проиграть. У нас здесь очень низкий FPS. Игра дико не оптимизирована. Она просто убогая. Она просто высер, я не знаю. То есть... Какой, блин, очень никого. Вот, вообще. В общем, в этом плане она хуёво сделана. То есть, смотри, да, мы едем там. Ну, вот вспомни, как я на Субаре разгонялся и ехал. Привет, Лукас. Ты как? Ничего, ребра еще болят. Мерсер знает, куда бить. Видать, ты сильно его разозлил. Да, кстати, на столе у двери лежал аспирин в упаковке. Не знаешь, куда он делся? Нет. Может, она убрала? Не, я спрашивал. Говорит, не видела. Тебе надо отдохнуть.
Ты заслужил. Да, так и сделаю. Давай, до встречи. То есть смотри. По земле у нас машина все равно едет очень медленно. Учитывая, что это тупо раллийная заточка. То есть в сравнении с тем, что у нас вот что сейчас было вообще? Что это было вообще за поворот какой-то непонятный? Выворот какой-то непонятный. Что это сейчас вообще было? Типа, это какая-то херня была на самом деле. Я более чем уверен, что сейчас видео будет лагать. То сейчас ты смотришь, а оно, блядь, лагает. Потому что, блядь, эта игра нихуя не оптимизирована. Это просто блядский высер какого-то мамонта. Потому что эта игра, блядь, просто пиздец. Я не знаю, это, ну, реально херня какая-то. Не знаю, как в эту игру можно вообще нормально играть. Мне она жестко не заходит. То есть, гонки с копами, которые расхуяривают тебе машину за нехуй делать, зато им самим вообще похую мороз. Ну, блядь, вы что, серьезно? Давай вот дрифтовая Мазда у меня где? Вот дрифтовая Мазда. Она заточена чисто под дрифт. Чисто дрифт. Давай я сейчас попробую зайти в поворот. Что это сейчас было? Я пытался зайти в поворот в дрифте. Что это, блядь, такое? Почему ее так носят? Какого хрена вообще сейчас происходит? Почему я не могу нормально ехать? Это не дрифт, это, блядь, какой-то пиздец. Это высер просто. Я не могу нормально ехать на этой машине. Ее телепает со стороны в сторону. То есть, блин, ну это какая-то херня, серьезно. Я сейчас перепутал просто ручник с закисью. Тут переключение передач тут вообще ни нахуя не влияет. Единственное, что оно делает машину вашу медленнее. Действительно, она серьезно стоит медленнее. Каким образом, я не знаю. Переключение передач здесь вообще ни на что не влияет, кроме того, как делать машину медленнее. Действительно, какая-то херня. Вот что это, блядь, сейчас было? Какого хера сейчас вообще было? То есть я протестировал сейчас вот была Mazda RX-7, да? На которой я тогда дрифтил. Качество управления. Что с тобой происходит? Ты можешь успокоиться. Успокойся, я тебя прошу. Отлично, еще и разъебал машину, пока она ее, блядь, телепала со стороны в сторону. И это, блядь, пиздец нахер. Это, блядь, пиздец просто. Опять, ну что с тобой не так? Угомонись, я тебя прошу. Окей, я отпустил газ. Все, ты можешь успокоиться. Отлично, спасибо. Эта машина начинает беситься просто на ровном месте. Реально бесится на ровном месте. Что сейчас произошло? Ты можешь ехать ровно. Я хочу ехать туда, не хочу ехать в стену. Вообще, короче, эта игра реально говно. Она реально сделана на отъебись. Тут тоже можно менять, да, типа надпись на номерном знаке я не менял. В Forza Horizon меняется тоже номерной знак. Там тоже типа символы всякие там можно понатыкивать. То есть смотри, как я тут разгоняюсь и как я там разгоняюсь. И эта машина типа выключена почти на максимум. Как по мне, разница прям, ну... Разница видна. Здесь нету вида от первого лица. Здесь вид от капота. Мы не можем посмотреть на салон нашей машинки. Мы ставим за какого-то хера звуковую систему, которая в итоге не работает. Все, машина расхуярилась в пизду, мы врезались в дерево. Зачем здесь этот реализм? В Forza Horizon мы можем включить те же самые поломки. Машина тоже будет типа врезаться и тоже будет ломаться. Это мы можем сделать в Forza Horizon, но я это отключил. То есть мы можем в Forza Horizon сделать так, чтобы повреждения отображались на машине, либо они действительно влияли на производительность. То есть мы можем даже сделать так, чтобы покрышки изнашивались. Здесь же нихуя, машина просто ломается, разъебывается от каждого прикосновения. Если ты хочешь, не хочешь, все равно так, блядь, будет.
То есть зачем здесь такой реализм, если игра просто реально дерьмо и аркадное дерьмо? Я не знаю. Они, по-моему, гнались за своим хвостом или пытались какого-то хера, типа, уделать Need for Speed Hit. Ой, Need for Speed Hit, блядь. Forza Horizon 4. Они бы-то ее уделали. Если бы они сделали нормальную оптимизацию, сделали другой движок для управления машиной, потому что это реально, блядь, пиздец, нахуй. Я не могу на этом ездить, это пиздец. У меня горит просто. То есть, ну, вот как-то так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Я высказал свое мнение. Кстати, блядь, там в Forza Horizon 4 тоже есть, типа, возможность вот так вот подбирать различные, типа, принты на свою машину. Но там есть фильтр. Ты можешь по фильтру отфильтровать то, что тебе нужно. Там дрифт, я не знаю, там аниме, ввести какой-нибудь текст. То есть, типа, например, там, я не знаю, Pornhub какой-нибудь. У тебя, типа, появятся фильтры, типа, раскраски с Pornhub'ом. Там GDM, пишешь GDM, у тебя появляются какие-то GDM-овские, типа, раскраски. То есть, и плюс тебе за это еще платят. То есть, если твои, типа, сеты тюнинга, который ты делаешь, например, тюнинг, визуал, там все, за это тебе еще плюс деньги дают. Здесь нихуя. Это, блядь, пиздец просто. Я не знаю, мне не нравится эта игра. Она мне реально не нравится. Мне не нравится эта игра, это просто херня. Друзья, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, будьте на позитиве, играть в хорошие игры. Это было сравнение Need for Speed Hit и Forza Horizon 4. Всем спасибо, всем пока. Она еще даже не выходит, охуеть. Я не могу выйти из этой игры, блядь. Смотри. Из нее, блядь, еще и не выйти. Нихуя, она закрылась, да? О, бля, отлично. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем спасибо, всем пока. Играйте в хорошие игры. Думайте перед тем, как что-то покупать. Всем пока.